25 километрах от Владивостока расположен самый отдаленный обитаемый остров в заливе Петра Великого – остров Рейники. Живописные бухты, кристальная чистая вода и пляжи из белого песка делают его уникальным в своем роде. Остров интересен своим причудливым рельефом и очень богатым растительным миром. На побережье острова множество птичьих базаров, в акватории обитают тюлени ларго, встречаются акулы, киты и дельфины. В бухтах острова обитают около 300 видов рыб. У острова уникальный подводный мир с остатками затопленных судов и подводными скалами. Сейчас остров населяет около 30 человек постоянных жителей, но так было не всегда. Согласно старым хроникам, остров Рейники когда-то служил базой морских пиратов. То, что это был пиратский остров, служит титул бухты контрабандистов на юге острова. На Рейнике находится самая крупная в Приморье ветровая электростанция. Ветряк на острове – промышленное сооружение, которое стало своеобразным арт-объектом, когда-то заменивший вышедшую из строя старую дизельную электростанцию, что давало электроэнергию на острове всего 2 раза в сутки. В 40-е годы на острове действовал засолочный и рыбообрабатывающие цеха с численностью населения около 800 человек. Самый же пик рассвета жизни на острове пришелся на период 50-60-х годов. Население достигало 2000 человек. На острове работало 2 школы, а объединенные рыбозаводы многократно увеличили объемы производства. Мы отправились на бывшую базу слежения ТОП. Там объект, он уже там разрушен, там заброшка такая, тлен. Интересен он тем, что когда-то там давным-давно служил Илья Лагутенко, лидер группы Мумитроль. Бывший объект слежения, он же домик Мумитроля, находится на вершине сопки Мансильват. Именно здесь и проходил свою службу в 80-х годах Илья Лагутенко. Ходят легенды, что в новогоднюю ночь 31 декабря 1988 года он, будучи в самоволке, пытался перейти пролив, соединяющий Рейники и остров Попова. И, провалившись под лед, чудом был спасен сослуживцами. Красные скалы, мы вышли к красным скалам. Здесь вообще офигенно. Вот я вижу, на скалах сидят бакланы. Ну, типа базара тут такого небольшого, птичьего. Вот, но ничего не видно. Мы шли через такие заросли, думали, что распогодится, растуманится, но что-то нифига. Камера не может снять через туман, ничего не видно. Поэтому самая красота, не попадет походу в кадр. Удивительный факт, что назван остров в честь человека, который на Тихом океане никогда и не был.
Михаил Францевич Рейники – знаменитый русский гидрограф, а остров в его честь был назван его учеником-открывателем Василием Бабкиным, который и описывал остров в своей экспедиции. Вот такие чащи нужно пройти, чтобы попасть на скалы. Но оно того стоит. Подождали, пока прошел туман, и выдвинулись опять. Где-то вдали опять туман назревает, поэтому надо максимально быстро успеть, пока опять не накрыло туманом. Тут, короче, надо ловить момент. Ну так тут. Местами лесок, местами поля. Ну, на самом деле идти не так уж много, где-то 2,5 километра, и ты на месте. Сегодня прям солнце палит лютое. Спустившись к Красным скалам, мы попадаем на местную достопримечательность – остатки затопленного ледокола «Пересвет». Некоторое время это судно служило мишенью в учениях Тихоокеанского флота. Изначально ледокол имел название «Кастор». Это был самый большой и самый мощный немецкий ледокол на начало Второй мировой войны. После того, как судно затонуло в результате бомбежки, его подняли, провели капитальный ремонт и приняли в состав ВМФ СССР под названием «Пересвет». Окончательное пристанище судна оказался остров Рейники, после того, как налетел на скалы и был оставлен экипажем в 1975 году. Побережье, и здесь палаточный лагерь организован, и прямо рядом с ним бывшая военная часть. Ну вот тлен, все заброшено, все разбито, какие-то остались стены от казарм. Короче, смотреть там нечего. А мы идем на эту скалу. Я хочу показать вам то самое место, где, по легенде, Лагутенко, лидер группы Мумитроль, пытался перейти пролив или проход, не знаю как назвать, к острову Попова. Сейчас туманчик, конечно. Я пытаюсь. Тут самое маленькое расстояние до него. И вот здесь, якобы по легенде, вот если видно, вот там он пытался перейти. Рейники в последние годы активно застраивается дачами и новыми базами отдыха для туристов. Уникальный остров привлекает своими завораживающими видами туристов со всей России и даже из-за рубежа. Наличие первобытной природы и уникальных морепродуктов делают остров излюбленным местом дайверов. А вот остатки той самой части, руины. Если вы идете с причала по центральной дороге, поднимаетесь вверх, вот здесь будет развилка направо и налево. Если вы пойдете направо, то вы попадаете в домик Мумитроля, так называемый, и скалы красные, где затопленный корабль. Если вы идете дальше прямо налево, то вы идете на другой берег, на противоположный. Там палаточные лагеря стоят, тоже такой пляж красный, тоже прикольное место, очень много туристов там. Мы сейчас идем туда, я вам покажу, что там. Спустились на пляж, тут такие самодельные домики. Не знаю, кто в них живет, но там трубы под печки. Такое чувство, что там кто-то либо на постоянке живет, либо это просто кто-то приезжает, пожил и уехал. Надо будет зайти потом глянуть, посмотреть что-то.
Спустившись на юго-восточный берег острова, мы попадаем на огромный пляж с красными скалами и видом на открытое море. Погода на Рейнике очень изменчива, и часто остров затянут туманами. Берега аккуратно сложены из округлых красноватых валунов. А во время прибоя или сильного шторма рокот от каменной гальки слышен на большом отдалении. В середине пляжа на побережье расположены самодельные хижины и дома. Здесь можно встретить серферов и планеристов. Также поселение диких туристов-хиппи, собирающих плод из подручных материалов и строящих свои временные сезонные укрытия. Здесь даже вон печки, но это разобранный дом. Короче, чуваки вот на берегу строят плот. 2 палатки стоят. Я думал, они живут в палатках. Но я подошел типа к этим заброшкам, которые якобы заброшки, а они не заброшки, там какие-то вещи лежат. И чуваки на меня косятся, походу это ихний дом. Вот, но я сейчас так попробую с края немножко заснять. Там у чуваков еда, всякая, короче, фигня внутри. Не знаю, спальники здесь, короче, они живут. Там душ, там проведен шланг, и там душ. Вообще, короче, все оборудовано. Здесь вот фундамент для еще какого-то здания. Окна пластиковые. Посмотрим, там живет кто-нибудь наверху или нет. Да, в соседнем тоже живут. Значит, и в том живут тоже. Тоже диванчик такой, можно присесть на диванчик, вот так вот посидеть. Круто придумано. Привет. Здравствуйте. Это я в ваше жилище пришел, да? А здесь, получается, вот эти домики, это просто народ вот сам построил, да, и тусит, потом уезжает, другие, да, вот меняется так. Круто. Здесь все условия, вот, да, душевые. А можно заглянуть вовнутрь, посмотреть, что там, как? Ну так, чуть-чуть. Можешь зайти с той стороны. Ну тут там женщина голая лежит. А, ну это было бы шикарно, конечно. Мы ее смущаем, нарушим ее покой. Круто. Тут все условия. Офигенно. Да, не надо ничего записывать. Не-не-не, я не записываю. Я в смысле... Делаем, там в том же углу. Где рюкзаки забрал? Палево. Ну, спасибо. Ага. Ладно, выходи. Сейчас делаем операцию. Оттуда я не выйду, да, это Выйдешь, надо. выйдешь. А куда тебе надо? Ну, на тропу. Вон туда, да, на деревню. Спасибо. Короче, не знаю, будет видно или нет. У меня ISO стояло такое, самое слабое, там освещения нету. Это, короче, настоящие хипари какие-то, типы. Они строят плот, в море собираются выходить и живут тут сезонно. То есть там все условия, домики там. Ну, это прям такие жесткие хиппи, прям смотрю. Но самый трэш, то что там типа щитомордник заполз опять. То есть там постель у них, где они спят, постель заполз щитомордник. Она говорит, уже второй. Вот они сейчас его будут оттуда вытаскивать, там догонять. Прикинь, спишь, короче, в постели,
и к тебе заползает щитомордник. А щитомордник, кто не знает, это довольно-таки опасная змея. У нее очень ядовитый укус, и можно даже умереть, если у вас какая-нибудь там аллергическая реакция, либо не обратиться вовремя к врачу. Но здесь обратиться тоже, потому что это остров. Если тебя укусят, пока ты приедешь, пройдет очень много времени. Вчера был, когда на ветряке, к ветряку подхожу, делаю 2 шага, не смотрю под ноги, слышу шуршание, я просто оборачиваюсь. Вот такой вот толстый шланг щитомордника, такого коричнево-черный такой крас. И вот с этого момента я теперь всегда хожу, везде здесь парейники, и смотрю под ноги. Просто на него наступишь, он тебя укусит. Ну, змея такая палевная. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами были Пойди Проверь. До скорых встреч. Пока.